Всем привет, на связи Ника и Дарья. В этом видео мы бы хотели рассказать вам о том, как и почему мы решили переезжать в Аргентину, о подготовке и о нашем перелете. Молодец. Да. Персик. Почему Аргентина? Еще когда мы только познакомились и начали встречаться, мы знали, что мы будем переезжать в другую страну из России. И когда съехались, жили в Томске, мы думали, что мы хотим переехать в Америку, в США. Но сначала начали закрываться посольства, у нас не было возможности подать на визу, и это дело откладывалось. А потом начались события в России, всем известно какие. И мы приняли решение переезжать в Казахстан, потому что не хотелось рисковать, я являюсь военнообязанным медиком. Не хотелось подвергать нашу семью излишнему риску, поэтому мы приняли решение переезжать в Казахстан и собрались и уехали. Переехав в Казахстан... Казахстан. Казахстан. Это какой-то синхрон был просто. Приехав в Казахстан, мы подались на визу. Собеседование нам назначили только через 6 месяцев. За эти 6 месяцев мы изучали разные варианты, готовились к интервью и подбирали наш план «Б». Нам на глаза стала все чаще попадаться Аргентина как страна для семейной жизни. Мы стали более подробно изучать и в какой-то момент решили, что это будет нашим планом «Б» в случае, если не получится эмигрировать в США. Но за пару дней до собеседования мы пришли к выводу, что переезд в Аргентину нас привлекает даже больше, чем переезд в США. Мы дождались дня собеседования, пришли в посольство, прошли собеседование, но в визе нам отказали. Отказали, не задавая никаких дополнительных вопросов. Им было достаточно того, что мы сказали, что мы женаты, что мы в браке, и того, что у Ники ранее было ВНЖ России. Итак, чем же нас привлекла Аргентина? В первую очередь, Аргентина нас привлекла толерантностью. В этой стране мы являемся полноценной семьей по закону, и наши права защищаются, и мы можем не бояться за нашего ребенка. Когда аргентинцы узнают, что причиной нашему переезду послужила именно гомофобия в наших родных странах, они очень удивляются этому, потому что тут гомофобии не существует на законном уровне. Также тут достаточно высокий уровень образования. Хорошая и качественная медицина, а главное бесплатная. Еще один большой плюс Аргентины – это большое количество курортных мест, близость к океану, хороший климат. Еще одним немаловажным фактором было то, что тут возможно легализоваться по рождению детей. Мы на тот момент планировали беременность. Оставалось только дождаться наступления беременности, купить билеты и улететь. Покупка билетов. Встретив 2023 год в Казахстане, мы узнали, что я наконец беременна. Как-нибудь мы снимем более подробное видео на эту тему. После этого мы начали мониторить билеты, искать варианты перелетов, авиакомпаний. Так как мы летели с собакой, нам нужно было учить все нюансы. Но, к сожалению, так получилось, что мы все-таки учли не все нюансы. Но об этом мы расскажем в подробном видео про перелет с собакой. 14 января мы купили билеты на троих на 12 марта по маршруту Алматы-Доха-Сан-Паулу авиакомпании Катар и Сан-Паулу-Буэнос-Айрес авиакомпания Латам. Чуть позже мы докупили билеты из Буэнос-Айреса в Кордову. Очень важно, если вы летите без животных, то никаких проблем с билетами возникнуть не должно. Но так как мы летели с собакой, у нас возникла ситуация, в которой нам пришлось перебронировать часть билетов и докупать дополнительные билеты на маршрут Сан-Пауло-Кордова. Уже прямо в аэропорту мы купили платное бронирование на обратные билеты. Их иногда требуют на длинные перелеты. У меня бронирование спросили только при пересадке в Сан-Пауло. Нас вообще не спросили. Подготовка. После покупки билетов где-то через месяц мы начали потихоньку собирать вещи, распродавать, что-то раздавать.
И в середине февраля я поехала в Омск, чтобы продать машину. Также за время подготовки мы собрали пакет необходимых документов на нас и на собаку, поменяли ветхие документы, заказали справки о несудимости и проставили апостили на все документы, на которые это было необходимо. Мы заранее связались с человеком из Кордовы, который занимался подбором краткосрочного жилья, чтобы, приехав в Кордову, сразу заселиться в квартиру. За пару недель до вылета у нас произошла неприятная и непредвиденная ситуация. Нас попросили съехать с жилья, на котором мы проживали до этого на протяжении 9 месяцев. Хотя у нас была договоренность, что мы будем жить там вплоть до отлета. Из-за этого нам с Никой пришлось уехать в другой город к подруге Ники, а ребенок поехал гостить к тете. Как уже ранее мы сказали, билеты мы покупали с пониманием того, что в Аргентину полетим рожать нашего совместного ребенка. Но за 4 дня до отлета мы узнали, что беременности больше нет. Так как последние 2 недели в Казахстане мы были в городе, находящемся за 300 километров от Алматы, нам пришлось в день вылета потратить дополнительные 5 часов на дорогу до аэропорта Алматы. Я осталась с собакой ждать вылета в аэропорту, а Ника поехала за ребенком к тете. Через пару часов мы тоже приехали в аэропорт с ребенком, немного подождали, доделали документы, которые нужны были на собаку в аэропорту, и стали дожидаться отлета. Прошли на регистрацию, оплатили билеты для собаки и его забрали в багажное отделение. Далее мы пошли на паспортный контроль. Нас с ребенком пропустили спокойно, без каких-то вопросов, а Дарью задержали на какое-то время. Меня задержал сотрудник паспортного контроля, его что-то смутило в моих документах, он долго проверял мое РВП, разрешение на временное проживание, задавал вопросы, куда-то звонил, но в итоге меня все-таки выпустили. В итоге мы благополучно сели в самолет на рейс Алматы-Доха. В пути до Дохи мы провели 5 часов 15 минут, большую часть перелета мы проспали, потому что вылет был ночной. Кормили в перелете очень хорошо, сытно и вкусно. Также при покупке билетов мы выбрали специальное детское меню, и ребенку при питании выдали специальный маленький рюкзачок, в котором были карандаши, разукрашки, ну и маленькие развлекухи. Ну и детское меню, естественно. Ну, детское питание, да. Далее нас ожидала пересадка в 20 часов. Мы немного погуляли по аэропорту. Устали. И пошли искать, где нам прилечь отдохнуть. Сначала мы легли на пол. Ну, там не на пол, скорее на сидушки для ожидания. Потом к нам подошла работница аэропорта. И выгнала нас. Да, она сказала нам пойти в отдельное помещение для отдыха. Так как это мусульманская страна, такие помещения разделены на мужские и женские. Это очень круто. Но единственный минус — были очень неудобные лежанки. Но они были бы удобнее, если бы мы были ростом 160 сантиметров. Потому что я так предполагаю, что большинство женщин там имеет примерно такой рост. Нам по росту они не подошли, и было очень неудобно лежать, поэтому было проще лечь на пол. Да. Ну, то есть из пола в зале ожидания мы перешли в пол в комнате отдыха. Да, но там было немного безопаснее. Спокойнее. Оттуда нас никто не выгонял. Также в билет у нас был включен 1 прием пищи во время пересадки. По номеру билета можно было подойти к фудкорту и взять себе обед и воду. Когда объявили посадку, мы прошли напрямую на посадку, повторной регистрации нам не требовалось. Второй перелет. Был Я не смогу это слово сказать. Вообще нормально. Что? Дикции. Я не могу сказать это слово. Хорошо, давай я скажу. Второй перелет.
Второй перелет у нас был блядь. Сейчас, подожди. Что у тебя с дикцией? Второй перелет у нас был через океан, поэтому он занял 14 часов. Как и в первом перелете, кормили очень вкусно и сытно. Я больше всего запомнила вкусную котлету с пюрешкой. Торопись, у нас сейчас котлетки с макарошкой, нет, с пюрешкой. И брокколи в сливочном соусе. Ребенку также дали детское меню и подарили такой же рюкзачок, как и в первом перелете. Там также были разукрашки, книжечка какая-то, карандаши и какие-то еще игрушки. Половину перелета мы проспали, в остальное время мы либо смотрели фильмы, либо слушали музыку. Также я купила себе доступ к Wi-Fi, чтобы можно было немного поработать. За $10. За $10. Дальше нас ждала самая стрессовая пересадка за весь период нашего перелета. Это пересадка в Сан-Паулу. Мы приземлились в Сан-Паулу в 10-15 утра. К сожалению, по прилету в Сан-Паулу нам пришлось разделиться, потому что мне нужно было выйти в город, забрать собаку и пройти повторную регистрацию на перелет аргентинскими авиалиниями вместе с собакой. А Ника с ребенком полетели дальше через 3 часа авиакомпании «Латам». Моя пересадка заняла примерно 9 часов. Я все это время находилась в аэропорту Сан-Паулу. Когда пришло время регистрироваться на рейс, я одна из первых вместе с собакой подошла на регистрацию, но зарегистрировали меня в итоге одной из последних. Меня до последнего не хотели регистрировать на рейс, потому что, как они мне объяснили, они ждали подтверждения от Буэнос-Айреса, что они примут собаку. В конечном итоге, за пару минут до окончания регистрации, они наконец получили подтверждение от Буэнос-Айреса, и меня зарегистрировали на перелет. У меня забрали собаку в багажное отделение, и сотрудница аэропорта меня лично проводила на посадку. Небольшая вставка. Я специально за длинный перелет отложила себе немного в сумку еды, чтобы мне в аэропорту Сан-Паулу не голодать. А Ника забрала у меня эту сумку и сперла. И в итоге я все 9 часов пересадки была голодная, потому что у меня не было ни денег, ни знания языка. И слава богу, у меня не разрядился телефон. Ну да, мы, получается, так разделились, что уже мы неожиданно разделились. Нас развели в разные, получается, коридорчики. Да, очереди. Нас увели какими-то коридорами. А меня выгнали из аэропорта. Да. И в итоге пакет передать мы уже никак не могли, потому что она вышла с транзитной зоны, а мы до сих пор в транзитной. И если нам выходить, то нам потом заново регистрироваться. В итоге бедный человек был голодный все это время. Ожидая Дарью в Буэнос-Айресе, я очень сильно стрессанула. Так как мы уже находились в Буэнос-Айресе, она еще в Сан-Паулу, и мы не знали, посадят ее в итоге на рейс или нет. В итоге все обошлось, мы ее встретили, забрали пса и стали ожидать перелет в Кордову. Так же, как и из Сан-Паулу, мы летели разными рейсами. Сначала улетела Дарья с собакой, и через 3 часа полетели мы. По прилету в Кордову мы немного отдохнули в аэропорту, собрались силами и поехали заселяться в новую квартиру и начинать новую жизнь. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!